Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений, солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28 октября. Вот в этот период мы можем как будто заново пережить те события, которые у нас уже сложились в начале года, или точнее сказать, где-то в апреле. Но у каждого, понятно, будет по-разному. Может быть, вот та прежняя история обросла какими-то новыми фактами, событиями, информацией, новостями. И нас может это приводить к какому-то итогу. Или где-то на эмоциональном уровне заставлять, как будто словно и какой-то побудительный мотив расставить все по местам хочется. Мы можем эмоционально как-то отреагировать, а в душе у нас будет совершенно другое. Или, допустим, мы видим обстоятельства жизни, ситуацию, новости какие-то, мы видим в своем ключе. И подчас то, что мы транслируем, совсем не есть то, что у нас в душе. А вот здесь вот именно нужно на какое-то понимание, чтобы люди поняли, почему мы так думаем или почему мы считаем, что вот именно так нужно поступить. И если мы говорим солнечное затмение в весах, а лунное затмение, вот я такие весы нарисовала, а лунное затмение у нас в Тельце. Это как раз знак Земли, это ваша стихия. А Телец это у нас, как и вы, любит стабильность, порядок, это финансы и благополучие вообще в целом. Тоже где-то баланс. И надо сказать, управитель Венера, что у весов, что у Тельца. Поэтому вот эти вопросы, отношения, финансы, скорее всего, где-то в октябре могут быть на первом плане. Может быть, это взаимосвязано. А вполне вероятно, может быть и по отдельности, как будто вопросы работы и вопросы личной жизни. И самый главный вопрос, а что дальше? Считается, особенно западная именно астрология, зарубежные авторы, вот этот коридор затмения, он чреват тем, что мы можем куда-то поспешить и что-то разрушить. Считается, что в подобное затмение, они бывают не каждый год, как раз больше всего разводов или вот каких-то ситуаций, когда мы делаем резкие заявления, о чем впоследствии можем пожалеть. Так вот, есть еще такой нюанс, что у нас планета Юпитер и планета Уран. Они будут знаки Тельца до конца года. Поэтому, мои дорогие козероги, какой бы мы тут вердикт не вынесли, сказали бы, может быть, резко кому-то, нет, больше так не будет. От сомнений мы не будем избавлены, потому что Юпитер, повторяюсь, и Уран до конца года будет, они в ретро, точнее, движении, они нас все равно будут невольно возвращать к чему-то из прошлого. Поэтому мы все равно будем в себе как будто сомневаться. Неважно, да или нет, мы скажем. Поэтому, когда мы где-то проявили дипломатию, у нас всегда есть шанс для маневра. Вот, наверное, будет очень разумно где-то его использовать. Хотя, конечно, у каждого своя история. Давайте посмотрим, что карты не всегда астрологические прогнозы совпадают с прогнозами по Таро. Я подготовила колоду, и первую карту, которую мы достанем, что будет символизировать для вашего знака зодиака солнечное затмение. Ну, вот какая-то характеристика одной картой. И лунное затмение. Вторая карта. И мы достанем третью, как будто между, что в центре внимания спросим такой вопрос. Неожиданности. Давайте вот достанем вот такую карту. И дальше. Что у нас на оси отношений? Как видят карты энергетику этого периода по финансам для нас? Что будет радовать? И подведем итог, карта совет или что дальше. Что-то же нам подскажут, правда? Давайте будем смотреть. Итак, солнечное затмение в весах для вас, мои дорогие козероги. Туз кубков. Прекрасно. Значит, не просто полный баланс, аж прямо через край, как вот по этой карте. Вот пусть у вас так все будет замечательно, хорошо, но как минимум одно что-то точно будет не просто со знаком плюс, а с грандиозным плюсом. Что-то вас порадует, сделает счастливым. Какое-то дело, может быть, удастся решить или завершить. Или эмоции все-таки кубок, когда мы ощущение счастья.
не просто радости такой мимолетной, а той радости, которая нас вдохновляет, как будто наполняет нас, вот это чувство наполненности, когда нам хочется заниматься творчеством, или когда мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Ну вот что-то такое замечательное, как будто у вас приходит солнечным затмением. По крайней мере, есть такой вариант для себя что-то решить. Хорошо, давайте, а что же в Тельце Луна? О, и Луна сама по себе. Ну, Луна, старший аркан, кстати, это 1000 неопределенностей. Поэтому точно торопиться не стоит. Когда выпадает старший аркан Луна, нам говорят, не спеши. Ты пока еще чего-то не видишь, как будто так. Ведь по Луне это сумерки, как будто туман, что-то скрыто, очертания есть, конкретики никакой. Но нам карта говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. И то, что нам может казаться в этот период, или мы, может быть, не знаем полностью информации, мы не видим объективно какую-то ситуацию, поэтому и не время выносить какие-то вердикты. Но, мои дорогие, у вас первая карта выпадает как раз туз кубков, и вот карта Луна прекрасно проигрывается. Вопросы в паре, вопросы взаимоотношений, но чаще это семья. Это если у вас вот уже все было где-то хорошо, будет еще лучше. А если где-то были какие-то нюансы, именно нюансы в отношениях, то мы можем прийти к выводу, что ну ведь это все легко устранимо. Вы сможете переоценить ваши отношения с какой-то совершенно другой позиции. Давайте что между. Посмотрим. Любовь, мои дорогие, искренность, правда. У кого-то это может проиграться, знаете как, все-таки по шестерке кубков это карта прошлого. Ну, так ее считается. Она часто символизирует одно из значений. И для кого-то как раз могут проиграться те отношения, предположим, которые были у вас какой-то период до этого времени, но по какой-то причине вы были не вместе со своим партнером, со своим любимым человеком. И теперь, значит, вы будете думать, как съехаться, как начать жить вместе. Может быть, кто-то из давних друзей тоже о себе дал уже знать, может быть, как раз в начале года или где-то в апреле. Была такая весточка или первый звоночек, который ни к чему не обязывал, и было непонятно, что это было. А вот с течением времени с апреля по октябрь у кого-то эта история могла развиваться, и она у вас достигает какого-то пика, может быть, и предложение. У кого-то, правда, может быть предложение руки и сердца. Я бы сказала, больше, наверное, хоть нам и тут говорят по тельцу, но больше финансы. Но у вас, даже если и финансовые вопросы, то финансовые вопросы либо вас самих, вашего благополучия, либо вашего дома, либо вашей личной жизни, мои дорогие козероги. Что-то есть прекрасное, доброе, светлое, хорошее, а главное искреннее, потому что искренность проходит у нас по шестерке кубков. Прекрасно. Неожиданность. Давайте посмотрим. Ну, ухо держать востро, семерка мечей, когда мы, может быть, есть, это ведь карта хитрости, и поэтому, может быть, это мы будем думать, сомневаться, что с нами хитрят, или мы можем не доверять, хотя для кого-то из вас не обязательно же по личной жизни. Здесь какая-то сама по себе может быть ситуация, когда от нас потребуется, может быть, больше хитрости, о себе много не рассказывать, например, да, или свои планы не предвосхищать. По этой карте идет значение забрать свое. Вот, может быть, у кого-то будет буквально та или иная ситуация по финансам или с какими-то, ну, материально-финансовым подсмыслом, может быть, вопросы, когда, может быть, и касается, правда, недвижимости, переезда какого-то или купли-продажи недвижимости, то, что вы планируете, и вы хотите все просчитать, чтобы никто не обманул. По этой карте, одним словом, нам говорят, самое главное, если ты будешь где-то не упорствовать в каком-то одном направлении, а где-то ты будешь больше приспосабливаться к той ситуации, будешь гибче, иными словами, в реалиях каких-то жизненных, то ты увидишь и подвох, и правильно сможешь решить любой вопрос. Если не решил в одних дверях, да, или у одного чиновника, войдешь в другие двери. Здесь именно благодаря где-то нашей приспосабливаемости и отчасти хитрости, гибкости у нас получается для самих себя решить что-то хорошее в нашу пользу, либо предотвратить какую-то
ситуацию нежелательную. Все же по семерке мечей идет момент такой, как мошенничество. Поэтому я бы сказала, быть в этот период, у вас, знаете, как эмоций много, есть какие-то приятные чувства, может быть, да, есть то, что радует, и мы часто бываем словно ослеплены. Мы теряем где-то контроль с реальностью, и мы что-то можем прошляпить. Поэтому кошельки, сумочки, пароли аккаунтов, будьте внимательны, мои дорогие козероги. Отношения. Правда, у кого-то переезд или поездка, или что-то вы будете думать, хотя и иногда нам здесь семья показывает, что отплывают от прежнего берега, даже не оборачиваясь. Для кого-то в отношениях это путь вперед. У кого-то прежняя какая-то история, которая, может быть, стояла долгое время на паузе, и было непонятно, к чему все идет. Или навсегда мы расстались, или ну, на какое-то время. А вот здесь другим совершенно переосмыслением, другим видением друг друга, вашей пары, каких-то планов, эти отношения могут получить внезапное развитие, правда? Может быть, запросто. Но это для кого-то еще может быть как отношения по работе, потому что это карта заслуженного успеха. Любая 6 – это победа, у вас уже 2. Вот здесь победа как бы в чувствах идет. А эта победа больше заслуженный успех – это наши приложенные усилия, которые приносят свои плоды. То есть мы не просто сидели, ждали чего-то, а мы старались, мы продвигали какую-то ситуацию, мы прикладывали усилия, может быть, изучали что-то или узнавали, к чему-то готовились. Одним словом, мы получаем тот самый успех, который нам, может быть, длительное время потребовал какого-то даже напряжения. По этой карте, несмотря на ее прекрасный смысл, она ведь темноватая. Для кого-то может она из вас означать, что вам еще придется пройти какой-то тоже период, словно вот как по Луне, в сумерках. Не все вы увидите сейчас, чтобы вот, может быть, с одной стороны, вам хочется, чтобы как-то все встало по своим местам, определенно хочется. Но, видимо, есть какая-то еще составляющая, которая от вас не зависит. Все-таки Луна у нас старший аркан. И это всегда те обстоятельства, которые влияют на нас. Обстановка или местность, в которой вы проживаете. Или еще что-то, что вы изменить не можете. И, видимо, все равно есть прогресс, все равно будет в каком-то вопросе отношений. Пусть даже, повторюсь, это касается работы, перемены работы. Или вы уезжаете куда-то, найду ли я там работу, найдете. Хотя нам не говорят, что прямо сразу, с первого захода. Хотя у кого-то, может быть, и так проиграется. Если заход был первый, но, предположим, вы уже где-то в интернет или наводили справки, или уже списывались, или ну, какую-то работу вы проделали, может быть, резюме или общались, и здесь вы уже просто появляетесь как финальная стадия. Вот тогда может проиграться. То есть от наших приложенных усилий в любом случае. Пусть у нас выпадает на отношения, но, повторюсь, тут и личная жизнь, тут и взаимоотношения в социуме, взаимоотношения с коллегами, с руководителями, ну, с кем угодно. Все-таки весы у нас контактный знак, правда, и солнечное затмение у нас именно в этом знаке. И у вас туз кубков, у вас великолепная возможность со всеми договориться. Финансы. По двойке жезлов тоже человек куда-то, да, собрался, но он еще как будто в ожидании. Он еще обдумывает какие-то свои шаги, хотя мыслями он уже где-то на другом берегу. И я надеюсь, видно, он глаза закрыл, герой такой нам нарисован, и он себя уже в какой-то другой реальности представляет. Знаете, правда, замечтаться мы где-то не должны, нам говорят об этом как карта Луна. Мы, если не будем в моменте здесь и сейчас, мы можем совершить какую-то оплошность, может быть, по финансам. Поэтому будьте аккуратны. Именно неосторожность. Бойтесь мошенников, правда. Не кладите кошельки и документы ценные, может быть, в наружные карманы своих сумок, рюкзаков. То есть вот как-то в каком-то минимуме, а может быть и в максимуме, себя обезопасьте. Посмотрите, у вас выпадает, ну, 3 таких карты с учетом как и Луны, так и семерки мечей и двойки жезлов. Это ведь, знаете, прекрасная карта, когда мы о чем-то, ну, не то что грезим, но мы мечтаем. Мы уже знаем, какие действия мы предпримем. И это в хорошем смысле вдохновение. Но вдохновение нас порой уводит, как будто, знаете, в другой мир. И мы как раз в моменте-то здесь и сейчас
не присутствуем. Если мы говорим про мошенников, они великие психологи, они прекрасно считывают. Может быть, наш взгляд, который где-то там блуждает во Вселенной, может быть, это какая-то интуиция, может быть, вот этот наш какой-то отрезок, без внимания, который мы оставляем, это минуты могут быть, а потом мы об этом сожалеем. Я думаю, что определенно себя подстраховать стоит. С другой стороны, эта карта может говорить нам, что мы пытаемся где-то по финансам усидеть на двух стульях. У кого-то две работы. Или я уже собираюсь менять что-то, но прежнее я пока бросить не могу. Вот есть такой момент. Поэтому наверное, тут сложно какой-то совет дать, просто нам описывают ситуацию. И я ее больше вижу, что есть какая-то конкретика, из которой мы выпасть словно не должны. Давайте мы спросим, что помогает. Ну, деньги есть, деньги будут. По работе успех. Нам показан профессионал. И это одна из лучших карт в колоде как на деньги, так и на работу. И по этой карте идет прогресс. Как будто увеличиваем мы как профессионализм, свою экспертность, ну и финансовый эквивалент тоже. Короче говоря, для вас правда прогресс. Может быть, кто-то из вас, кстати, будет делать вывод, если на двух работах вы работаете, и хочется уже с чем-то определиться. И по карте Луна я не могу сказать, что в октябре вы с чем-то определитесь. Вы прицеливаться словно можете, но, наверное, окончательное решение будет сложновато сделать. И по карте-то нам тоже говорят, не торопись, тут все станет на свои места как-то. Но вы и ресурсны, вы и востребованы по этой карте, да и деньги тоже есть. И это вот все в целом нам помогает. Давайте, что дальше или совет от карт. Знаете, будьте на своей волне. У нас выпадает королева жезлов, и королева жезлов у нас, знаете, никуда не спешит. И мы не должны с чем-то спешить. И, кстати, мы не должны что-то прошляпить. Обратите внимание, черный кот на коленях говорит, что она о себе много не рассказывает. А вот она-то как раз в моменте здесь и сейчас. Она все подмечает. И если у нас семерка мечей выпадает, и мы говорили, что нужно быть аккуратному, внимательному к людям, которые находятся вокруг вас. И я должна сказать еще один нюанс. По карте Луна остерегайтесь, в принципе, большого скопления людей. Будь то давка в автобусе, извините меня, и мы получаем семерку мечей, будь то какая-то иная ситуация, когда вы в толпе оказываетесь. Меня несет толпа, есть такое выражение. И правда, мы тогда не можем контролировать. Одновременно королева жезлов обладает магнетизмом, с ней хочется дружить. Вот вдруг у вас такой человек появится, да, вдруг какой-то новый тогда это будет человек. Значит, где-то не рассказывайте о своих далеко идущих планах. По крайней мере, в совет нам выпадает эта карта, нам как будто нужно быть тоже в тех же энергиях, потому что большой плюс или то, что нам карта советует, если мы воспринимаем как совет, когда по королеве жезлов как будто к ней приходят люди, она использует общение отчасти как по солнечному затмению в весах, для того, чтобы установить, как и дипломатические отношения, для того, чтобы быть более лояльной к людям, чтобы и людям хочется общаться, и с ней хочется разговаривать, а благодаря такому ценному качеству, которым обладает королева жезлов, она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Ей как раз люди доверяют тайны. Мои дорогие козероги, вот к вам кто-то может прийти и что-то рассказать, поделиться. Но, может быть, вот та рассказанная история каким-то образом вас наведет на какую-то мысль по вашему интересующему вопросу, и вы для себя можете случайно план действий какой-то наметить или понимать, как мне решить тот или иной вопрос. Вот благодаря где-то дипломатии, повторюсь, благодаря неспешности и благодаря умению анализировать вот ту информацию, которую вы слышите от людей, и умению хранить секреты, мы как раз что-то для себя прекрасно хорошее, полезное можем совершить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.